Всем привет! С вами тот самый. Кто-то однажды сказал мне, как мы могли не заметить падение гигантского астероида в несколько сотен километров в диаметре пару веков назад. А вы уверены, что мы не заметили? В предыдущих частях мы начали с подсчета песка в пустынях и получили какие-то нереальные размеры упавшего на Землю объекта. Потом попытались найти соответствующий объект в ближайшем космосе. И нашли. В третьей части разобрали возможный сценарий сближения. Пришло время узнать, как мы могли это не заметить. Еще неделю назад я был уверен, что смогу разобрать сценарий падения буквально за одну серию. Но с тех пор я с головой погрузился в чтение архивов и расчеты и понял, что одной передачи будет явно мало. И копаться в архивах придется долго. Буквально каждый день оттуда сыпятся удивительные сведения, которые еще нужно как-то структурировать и уложить в голове. Поэтому я решил сейчас пройтись очень кратко по самым ключевым вехам, а уже потом устроить подробный рассмотр. Но даже это будет интересно. Итак, те, кто не смотрел предыдущие части, постарайтесь с ними ознакомиться. А те, кто уже смотрел, вперед! Первый и самый большой осколок, как мы уже знаем, упал в районе Северного полюса. Обычно метеориты падают со скоростями 30-50 км в секунду. Но это относится к небольшим и железным метеоритам, которым просто не повезло оказаться на пути гравитационного колодца Земли. Но наш осколок радикально от них отличался. Во-первых, размерами. Это была громадина в 250 километров диаметром. Во-вторых, скоростью. Поскольку этот объект уже некоторое время находился на орбите Земли, то его скорость не могла превышать 11 км в секунду. А на самом деле была намного меньше. При 8 км в секунду спутник никак не упадет на Землю, поскольку это первая космическая скорость. Значит, скорость была еще ниже. Кроме того, астероид двигался с запада на восток, параллельно вращению Земли, которая в свою очередь вращается со скоростью около 1 км в секунду на экваторе. Другими словами, его скорость никак не могла превышать 5-6 км в секунду. Угол вхождения тоже был очень плавный, не более 10 градусов. И самое главное, само вхождение как таковое – это понятие довольно условное, потому что атмосфера Земли, по крайней мере сейчас, кончается где-то на высоте 100 километров, а наш приятель был в 2,5 раза толще. Но и главное, он был не железным, а очень песчано-глиняным. Нет, конечно, в нем были железные конгломераты различных размеров, но это все были небольшие вкрапления по сравнению с самим объектом. Таков был этот осколок. Почему все вышеперечисленное важно? Объясню. Если такой планетоид врежется в нас так, как нам пророчат паникеры, то есть на скорости более 40 км в секунду и при угле вхождения под 45 градусов, то к последствиям прибавится огненный шар в 1500 км в диаметре. К счастью, этого не произошло. И все случилось по, в кавычках, мягкому сценарию. Что произошло дальше, поможет нам ответить уже известная нам программа моделирования столкновений. Вводим координаты падения и характеристики астероида и смотрим, что получилось. Как вам размеры кратера? Похоже, правда? Теперь смотрим распространение волны воздушного удара. Здорово, правда? Ничего говорить не стану, просто смотрите.
Теперь смотрим распространение выброса осколков. А теперь зона сейсмического удара. По-моему, никаких слов не надо. Все очевидно. Именно на эти территории активно заселялись по неизвестным нам причинам, начиная с 15-16 века. Но это еще не все. В этих расчетах учитывается современная высота и плотность атмосферы. Однако на момент столкновения атмосфера была плотнее в 10, если не в десятки раз. И скорее всего она была выше, образовывая так называемый пароводяной купол. А значит, что атмосферный удар мог расходиться на меньший радиус, но при этом сила этого атмосферного удара была значительно выше. Даже с современным состоянием атмосферы расчеты показывают полный вывал леса на огромной территории. Если же атмосфера была плотнее, то и более высокие и мощные деревья не устояли бы. Атмосферный гидроудар срезал их все. Я не буду подробно описывать, почему в местах особо сильного удара произошло внезапное замораживание мамонтов и прочей живности. За меня эти расчеты прекрасно сделал канал Neo History. Ссылочка на видео прилагается. И хоть я во многом с ним не согласен, но в том, что касается эффекта заморозки, согласен полностью. И еще одно замечание, которое не учитывает данная программа. А именно, обычного кратера не будет. Эффект будет похож, как будто вы провели пальцем по песку. Объект будет стираться об землю, размалывая по сторонам мегатонны пород, что собственно мы и наблюдаем, след. А сам астероид никогда не найдем. Он давно смешался с дном, породой и атмосферой. Ну а мы идем дальше. С момента первого удара прошло 4-5 часов. И в этот момент до Земли добрались еще 2 осколка. Кто из них упал первым, я не знаю, да и разница там была в минуты. Но мы знаем, что их состав был аналогичен первому, только размеры чуть поменьше. Ну что ж, посмотрим, что натворил центральный астероид. Вот кратер. Вот распространение воздушного удара. Того, который способен вырвать деревья с корнями. Вот радиус выпадения осколков. А вот сейсмический удар. Теперь посмотрим, что натворил южный осколок. Вбиваем координаты. Вот кратер. Радиус воздушного удара. Разброс осколков. Сейсмический удар. По-моему, ничего говорить не нужно. Именно в 15-16 веках начинается освоение Сибири и Америки. Почему? Ответ лежит прямо перед вами. Именно эти места были уничтожены. Теперь можно провести промежуточный итог. Хотя меня не покидает ощущение, что мы чего-то не учли. И неудивительно. Уверен, что здесь еще много чего можно открыть. Например,
вот эта ямка в море Банда как-то ускользнула от наших взоров, а между тем она ничем не уступает 3 предыдущим и прекрасно вписывается в качестве еще одного элемента нашего астероида. А теперь я хочу задать вам один коварный вопрос. Как вы думаете, цивилизация, жившая тогда на Земле, спокойно наблюдала за астероидом и ничуть не переживала? Даже наша цивилизация еще в XVIII веке была вполне способна рассчитать дату, место и последствия падения. Почему же мы отказываем в этом античным предкам? Другими словами, я уверен, что древние знали о надвигающейся на них опасности и бросили все свои силы на сохранение цивилизации. Это сама по себе необъятная тема, но кое-что может пролить свет уже сейчас. Посмотрите на вот эту карту, на которую я наложил проекции воздушного гидроудара. Здесь кроется ответ на одну из древнейших загадок, а именно крепость Саксайаман. Помните фильм Склярова, в котором он рассуждает об этой крепости с инженерной точки зрения и приходит к выводу, что, скорее всего, странная конфигурация этой крепости необходима для сдерживания какой-то волны вроде звуковой или, может, воздушного удара. И при этом он все недоумевал, откуда эта волна могла прийти. Эта карта показывает, что крепость Саксайаман находится точно между 2 волнами воздушного удара. При этом с юга ее надежно прикрывают горы, да и волна в этом месте будет уже на излете. А вот с севера сплошная равнина. Волну не будет сдерживать ничего, кроме расстояния и вот этой самой крепости. И ее противоударные зубцы направлены как раз на север. А что она, собственно, защищала? Ну, во-первых, наверняка кто-то собирался там выжить. А во-вторых, точно за ней находятся 2 древних античных сооружения, которые сейчас являются кафедральными соборами. Скорее всего, именно они представляли ценность, поэтому стоит приглядеться к ним поближе. А что нам вообще говорит история об этом сооружении? Якобы в 1200 году некий правитель Манко Капака основал город Куско, а заодно и явился родоначальником племени инков. Для своего правления верховный правитель инков построил храм, известный как Кишуарканча, а после прихода испанцев на его месте и был возведен кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии. А рядом, также якобы на остатках дворца, еще один храм – Iglesia de la Compañía de Jesús и еще одна церковь – Церковь Триумфа. По-моему, количество шедевральных кафедральных соборов на 100 квадратных метров просто зашкаливает, особенно если учесть довольно сильную удаленность Куско от морских торговых путей. Я не буду сейчас доказывать, что эти соборы возвели не испанцы, а предыдущая цивилизация. Пусть это каждый решит для себя сам. Но одно совершенно очевидно. Именно это место было важно еще при строительстве Саксайамана, и именно это место крепость охраняла. Именно от воздушного удара. И именно с этого места начинается история народа инков. То есть выжившие были тут. А теперь обратимся к официальной истории. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему история цивилизации начинается в Персии, Древней Греции, Италии, Египте, Индии и Китае? Наверняка вам что-то объясняли. Но, по-моему, ответ именно здесь. Так чего мы с вами не заметили? Падение астероида или того, как нас с вами оболванили историки? Что еще я забыл сказать? Ах да, земная ось. А ось от этих ударов не шелохнулась. Тогда почему она наклонена, да и сейчас шалит? Об этом будет отдельная серия видеоразборов. Прошу прощения у зрителей моих на случай, если кто решит, что я надежды обманул, но в руки мне попал огромнейший архив, и в нем я просто с головой утонул.
Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок оставьте под видосом гневный комментарий свой.